Добрый день, дорогие путешественники! Я полетел вскрывать Сингапур, гладить слонов, купаться в бассейнах супердорогих отелей без стиральных машин, бить штативом макак, ловить голубую воду с очком, есть в ресторанах Мишлена и простых рыгаловках. Но есть один нюанс. Большая часть всего этого была в Малайзии, куда я как раз-таки полетел через соседний Сингапур со своим прекрасным другом. Воспалением легких. Но не переживайте, у меня есть. Ой, вкуснятина какая. Есть, что вам показать и рассказать о прекрасном Сингапуре. Заваривайте большую чашку чая и готовьтесь смотреть часовой, познавательный, смешной ТикТок. Прилетели? Вскрываем. Бэйби! А как делается Chromecast с iOS? Какой-то обрезанный, не то Android, не то что... Может, здесь есть какая-то кнопка? В задницу этот телевизор. Пойдем жрать! Слушайте, но первое впечатление, как будто... Что такое Сингапур? Во-первых, Сингапур – страна с невероятно интересной и короткой историей. Как раз для часового ТикТока. История Сингапура началась с того, что страну единогласно выгнали из состава Малайзийской Федерации. Сложно даже представить ректальную температуру премьер-министра Сингапура в тот момент. Ведь он... All of my adult life, I had believed in Malaysian merger and the unity of these two territories. Почему Сингапур решили выгнать, это отдельный вопрос. И мы его обсудим потом, когда я приеду в Малайзию. То есть в следующем видео. Подписывайтесь, ставьте колокольчик. Через пару месяцев разбужу вас в 6 утра. Но в 1965 году Ли Кван Ю, основатель Сингапура, глубоко вдохнул, выдохнул, громко выматерился и начал строить страну своей мечты. Дело в том, что до 60-х годов Сингапур был реэкспортной страной. Сюда заходили корабли, разгружались, моряки разряжались, а потом все вместе загружалось обратно и уплывало дальше. Возможно, уже на другом корабле. И, возможно, уже с сифилисом. Из Китая через Сингапур чай, шелк и фарфор плыли в Европу и Южную Америку. Из Малайзии и Индонезии в Европу и США шла резина и пальмовое масло для вашего любимого маргарина. И жесть для банок с вашей любимой килькой в томатном соусе. В Белграде, хрен найдешь ее. Жесть. А из Европы все, что попадалось под руку, инструменты и станки, лекарства и еда, шло через Сингапур в Азию. Такая экономика, само собой, совершенно не годилась для новой страны. Тем более, что в 1961 году была принята конвенция о наркотических средствах, которая закрыла продажу опиума из Индии в Китай через Сингапур. Тут уж, знаете, не было, придется задуматься. Поэтому первым делом Сингапур принял манифест о полном военном нейтралитете и начал строить лучшую страну для торговли, единственным в регионе сделав английский язык официальным. В Сингапуре абсолютно все говорят по-английски.
Compared to Thailand, if you go for tour, to sightseeing, Thailand is good. То есть в такси таксист может на чистом британском рассказать вам, как сильно он любит Путина. Невероятное ощущение, как будто в 5 o'clock tea тебе вылили за шиворот. После Кореи и Японии это невероятное достижение. В Японии, чтобы хоть что-то доказать, тебе нужно использовать какой-то древний шотландский акцент, что-то типа two fox, и надеяться, что тебе принесут 2 вилки. И чтобы построить всю эту красоту, Сингапур начал индустриализацию. Но что-то пошло не так, и делать это он начал не через расстрелы, ГУЛАГ и самое вкусное в мире мороженое, а через другую дверь. Ли Кван Ю пришел в специальный комитет ООН и сказал: мужики, помогайте, жопа горит. И в это сейчас сложно поверить, но тогда в ООН ему помогли. Организация Объединенных Наций свела сингапурское правительство с одной американской компанией – Fairchild Semiconductor. Ну, тут это часть техньюса. Fairchild Semiconductor нет ничего сверхудивительного. Это просто компания, которая в 1959 году создала первые коммерческие интегральные схемы. Если еще не щелкает, вот подсказка. В Fairchild работал такой мужик, Гордон Мур. И как раз в тот год, когда Сингапур получил независимость, он сформулировал какой-то закон. Кажется, закон Мура. О том, что каждые 2 года количество транзисторов на чипе увеличивается вдвое. А через 3 года он основал компанию Intel. Ту самую, которая сейчас вместо Газпрома согревает европейские города. И вот Fairchild Semiconductor открывает 2 своих завода за рубежом. Один в Гонконге, другой в Сингапуре. Fairchild, понимая, что они на острие прогресса, настолько хотят делать чипы, что, не дожидаясь постройки завода, открывают сборочные линии прямо в школе. А сингапурское правительство настолько хочет помочь, что само набирает бывших школьниц 16-20 лет на заводы Fairchild. Так, Сингапур получил одну из важнейших компаний 20 века, а одна из важнейших компаний 20 века получает уникальные, англоговорящие, полностью женские сборочные линии. Феминистки меня сейчас сожрут с говном, но дело в том, что девушек нанимали, потому что они очень деликатно и ответственно относятся к процессу сборки интегральных схем. Если вам это кажется мизогинным, то мужики в то же самое время работали на сталелитейном заводе National Iron and Steel Mills, который стал базой всей индустриализации. Как раз для того, чтобы построить всю эту красоту. Вот такие небоскребы — это то, чего не хватает группы ПИК с разваливающимися многоэтажками на краю Москвы. Рабочие использовали куски дверных наличников. Некачественная реставрация механического повреждения. Нормальных высоток. И при этом, если где-нибудь снизу построить какой-нибудь Чайнатаун или 24-часовой караоке, ваш город будет похож на Сеул. А Сеул — это самый лучший город на Земле. В итоге, конечно, и завода Fairchild Semiconductor в Сингапуре больше нет. И самой компании, хотя она была одной из 2 основателей Кремниевой долины вместе с HP. Чьи картриджи для принтеров сейчас дороже айпада уже стоят. Не та компания закрылась. И сталелитейного завода толком нет. Он сейчас, как бы это странно ни звучало, делает железо для железобетона. Ну, теперь знаю, где купить. Осталось теперь только бетонный завод найти. И индустриализации в Сингапуре тоже больше нет. Сейчас здесь пост-индустриализация. Инновационный техцентр, биотехнологии, искусственный интеллект, офисы всех компаний ФАНГ, которые после переименований теперь МАНА. Еще кто-нибудь на «Д» присоединится и вообще весь список пересобирать придется. И как многие говорят, я лично бы сам, извините, не хотел бы проверять, лучший суд в Азии. Наравне с японским. Россия тут, кстати, на 113-м месте. Также тут все популярные сети. Вот вначале надо не крепость основывать, а вокруг нее город. Или болото разоболочивать, а вначале поставить 7-Eleven, а вокруг него сделать город. И вообще все товары мира.
и Мистер Бист. Bars come in 7 flavors. Milk chocolate. Thank you. Milk crunch. Yes, please. Пробуем шоколадку Мистера Биста. Говно, как Бабаевский поел. В следующий раз мистеру Бисту надо фотку сделать или риски, чтобы что на кладбище удобно класть. Поколению Z. Я думаю, у меня была какая-то проблема в Сингапуре. Может, заложенный нос не дал мне в полной мере насладиться вкусом шоколада главного ютубера мира, мистера Биста. Поэтому я купил на всякий пожарный еще 3 пачки, и сейчас при вас их попробую еще раз. Фух. Он точно не просроченный? Господи, мистер Бист, по-моему, единственный человек после Леонида Волкова, которому в детстве нравились эти невкусные сладкие подарки. Все в Сингапуре, конечно же, прекрасно, но что-то ведь должно было пойти не так. Я уже обидел феминисток, пришло время демократов. Ли Кван Ю Ли Кван Ю руководил страной 30 лет. Потом через одного мужика еще 20 лет страной руководил его сын. И только в прошлом году премьер-министром снова стал еще один мужик. Все по закону. Все по Конституции. Например, в Конституции четко указано, что сингапурцам гарантируется свобода слова, ассоциаций и митингов. Но также четко у всех этих пунктов стоят звездочки-сноски, в которых говорится, что если понадобится, то не гарантируется. Удобно! Почему Алексеев и Шахрай не додумались до такого? Ведь если в Конституцию добавить очень много сносок, ее как раз можно растянуть на 45 метров. Я бы даже растянул на 90, чтобы получилась в итоге двухслойная Конституция. Ну, как когда-то ответил Бенджамин Франклин на вопрос: «Ну что, доктор, что у нас получилось? Республика или монархия?» Республика, если сможете ее сохранить. Сложно оценить, сохранили ли, но в Сингапуре демократия, меритократия и одна из лучших банковских систем мира вместе. Господи, что это за синие бумажки? А нормальные доллары где? Штрафы в $1500 за мусор на улице, тараканы и крысы вместе. Бегал за этой крысой, 10 минут в 4К, поймал вот эти 100 пикселей. Индуизм, ислам, христианство, буддизм и атеизм вместе. Ага. Складываем руки вот так и начинаем молиться. Молимся и положили сюда. И теперь самое главное, найти, где деньги. Здесь за вот эти штуки надо платить. Я понятия не знаю, как это делать. Но вы не забудьте. Да, и не забудьте, если вы не вегетарианцы и не пользуетесь правилами чистоты, что бы это ни значило, сюда заходить нельзя. Индусы, малазийцы, китайцы и туристы вместе. Само собой, вечером я пошел к китайцам, потому что здесь Пахнет сосисками. Ну, как кушать хот-пот. берете кусочек мяса. А дальше я покажу вам вместе с тайваньскими участницами группы G-Idol Шухуа и Юци. Наматывайте на палочки мясо. И в пот.
Пикантно, вкусно, в маринаде. У хот-пота есть одно преимущество. Для его готовки не нужен повар. Все, что вам нужно, это вынести бульон и самим туда что-то пихать. Поэтому в Сингапуре хот-потные работают до 4 утра, до 5, пока последний кассир больше не может уже держаться на ногах, а повар уже часов как 8 спит. В мире есть 3 лучшие кухни. Корейская, японская. Так, рис. Что внутри? Что-то сладкое. Какие-то эндорфины. Как вкусно. Все сразу в рот, все 3. Поперло. О, подождите, у меня фудгазм. Это очень вкусно. Это называется хэппи-эндинг. Это единственный шеф, который может вызвать множественный оргазм у мужчин. Профессионал. Пойду ему поцелую. И китайская. Французская, итальянская, испанская, вся вот эта вот... А можете их выкидывать нафиг. Корейская. Самое вкусное из всего, что можно съесть. Но в Корее. Японская. То же самое. Очень вкусное, но в Японии. А китайская вкусная везде. Видите китайский ресторан, сразу идите туда. На самом деле у меня всегда огромные вопросы к людям, которые считают французскую кухню, итальянскую кухню, пиццу вкусной едой. Мне нужно, чтобы язычок не кололо. Достаете из суперострого пота какой-то кусочек курицы и в рот. Когда вам надоедает мясо, можете вылокать бульон. Как же вкусно. Когда заканчивается вода, обязательно попросите дополнить. Да что ж такое-то, я опять вот дыму в кумаре. Самое лучшее блюдо в китайской кухне — это, конечно, говядина в чили-масле. Или, как я ее коротко называю, кастрюля боли. Но хот-пот — это лучшее для круга семьи, где все хотят мучиться. Бля, вкусно. И после того, как я покушал, мне, конечно же, хотелось бы просто вернуться в свой отель за $170 за ночь, скинуть грязное белье в стиралку и лечь спать. И я изначально совершенно не хотел рассказывать вам, где я живу и в каком отеле остановился. Но... А знаете что? Я вам сейчас устрою обзор фешенебельного отеля в Сингапуре. Сейчас будет. Мне приходится стирать платок в раковине, используя мыло. Блин, нет тазика, нет ведра. А теперь объясните мне, товарищи. Допустим, вы покупаете себе отель. Почему? Здесь ничего нет. Ванны нет, стиралки нет, в унитазе стирать можно. Здесь нету микроволновки, здесь нет печки, здесь нет ни хера. Чайник, который греет воду 2 часа. И кофейник, который не греет ничего, потому что там одна пачка кофе. И я понятия не имею даже, как ее замачивать. Телевизор, в котором нету Android TV. Не понимаю. Точнее, оно есть, но там всего 2 канала. Здравствуйте, это отель. И Discovery Channel, посмотрите, как олени. Но ничего нет для того, чтобы свой обсмарканный платок постирать. Мать. Зато такое фешенебельное все. Просто обоссысь. Мокрые кроссовки я решил сушить в подвале ванны. Фешенебельно? Да. 2 фешенебельные трубы там проходят. Даже нормальную пасту не могли купить. Какой-нибудь, домет нормальной упаковки. Это душ. После душа можно завернуть себя в этот вафельный халат, а потом сморкаться в него же, потому что, постирать платок негде. В Airbnb за 3,5 раза дешевле есть все. $170. Вот.
Вот так выглядит фешенебельный отель в Сингапуре. Тут все фешенебельно разбросано внутри. Других мест, где складывать вещи, не существует. И что, Путину ему что ли звонить буду? Пам-пам! Обычный сербский удлинитель. Просто... Сингапур вообще-то Офис! Airbnb. В Сингапуре невозможно найти ни одну хату Airbnb. Только отели. А платки-то куда повесить? На телевизор? Повешу на телевизор, вот так вот. Все. Извините, я придумал еще один вариант. Вафельный халат рядом с платочком. Фешенебельно. Здесь будут фешенебельные белые грязные носочки. Все фешенебельно. И вот этой хренью я могу только ботинки почистить. Вот этот шейвинг-крем на что рассчитан? На бритье одной пятки? То есть... Эта мелодия, словно из игры To the Moon. Успокоила меня. Это единственное, что есть на этом телевизоре. Это и канал, где разные жирафы спариваются. Выбор не такой уж большой. Либо успокаиваться, либо заводиться. Пожалуйста, не ругайте меня за мой платочек. Я пользуюсь, тряпичными платочками. И у моей попоболи от отеля есть реальное объяснение. В Сингапуре принят запрет на аренду квартир меньше, чем на 3 месяца. Тут можно снять только отель на сутки или гостиничные апартаменты на неделю. Такие правила не оригинальны для Сингапура. Множество городов с тупыми мэрами или хорошими судами используют такую же сумасшедше строгую систему сдачи жилья. Само собой, при таких обстоятельствах крепкая рука рынка сжала кулак, и хостел стал стоить $60 за ночь. Но самое главное, тут еще есть премиум-сегмент. Вы мои любимые инженеры, поэтому можете сами посчитать. Если хостел стоит здесь $70, обычный отель, где даже стиральной машины нет, $170. Вот эта вот штука, экстраполируйте, используя теорему Лагранжа, предположите, сколько стоит вот этот отель. Я думал, что пошутил, но сел и посчитал по интерполяционному полиному Лагранжа, исходя из цен в Сербии. Получилось, что этот люкс должен стоить $1000 за ночь. И он примерно столько и стоит. Я не знаю, чему больше удивляться. Цене отеля или тому, что хотя бы один из моих советов сработал. И что, все? Все. Главный туристический аттракцион Сингапура работает 15 минут, и все. Я начинаю понимать женщин. Но зато эти фонтаны в Марина-Бэй работают 2 раза в день. И все это под романтическую музыку, похожую на ту, что из бесплатной библиотеки Ютуба.
Но вот была одна песня, чертовски похожая на Supernova Love моей любимой группы. Но обе эти песни оказались сэмплами из старого фильма 1983 года с Дэвидом Боуи и японцами. Что-то все стало слишком сложно. Понятно только одно. Группа Rise блокирует ролик в России на Ютубе. Поэтому вот они пошли нахер. Ужас какой. Вот есть Марина Бэй. А что это такое? Это где, типа, Босфор и Дарданеллы? Где-то там, где ходят корабли. Вот это вот лужа. Это Марина Бэй. Не то, чтобы прям лужа, но вы можете к ней спуститься. Какая-то жижа стекает сверху. Ой! Еще здесь куча муравьев. А тут что, муравейник, что ли? Вашу мать! Вообще, конечно, Марина Бэй – это огромная искусственная насыпь, наподобие той, что в Дубае. С одним отличием, как бы так попроще сказать, рыбы здесь аннексированы от моря. И корабли. И вообще весь этот залив не соединен с морем. Вся вода в заливе пресная. Я каждый раз, когда вижу океан или море, пробую его на вкус. И вот такой загончик, буквально 20 метров в ширину и 3 метра в глубину. Ну и самое главное, солененький, Тихий океан. О, еще приплыл. Ой, еще. Ой, только не на ботинке. Соленый. Офигеть, класс. Но именно в Сингапуре, где мне казалось, что вода будет соленой, я ее на вкус не попробовал. Фу, а тут сюда вода еще сверху сливается. Так, руки здесь мыть не надо. Это дурацкая была идея. Ну, записал. Исправлюсь. Буду теперь всегда пробовать воду на вкус. Даже если рядом канализация. Ну, а на самой насыпи вы уже видели что. И это что? Огромный отель-казино с торговым центром внутри. Самое главное, что в этом фешенебельном торговом центре надо сделать, это понять, что продают в магазине под названием Путин. Путин. Нет. Ложная тревога. Это какая-то китайская, довольно фешенебельная жрачка. А я уже было подумал, это канадская картошка с сыром. De la poutine de deux façons différentes. Удивятся ли болгары, если я пройду рядом? О, здесь даже есть где позавтракать. Мой костюмер не додумался, что в такие места надо ходить в каких-то очень лощеных рубахах. Хорошая кровать. Но я что-то последние несколько недель спал на диване в гостиной. На маленьком таком узеньком диване. Удобно. Часы. Какие-то штаны. Если вам действительно нравится вот такого вот рода заведения, ваше дело. Если вы сможете заработать на это говно денег, я из всего вот этого многообразия только технику люблю. Технику. Добрый день! Магазин Джейсон. Посмотрим, что тут. Картошка. Сделанная из того, что на ботинках вечером остается. $4. Это еще и макароны, а не картошка. То есть это то, что изнутри ботинок достается. Так ушел, $8. Ферреро Роше $21. Зеленов рассказывает про магазины продуктов. Новая рубрика для отцов и детей. Идем за хлебом с Евгением Зеленовым.
Идем за хлебом с Евгением Зеленовым. Я так-то пить хочу. Starbucks. Вот так выглядит канализационная труба, вид снизу. Оттуда течет в стакан. Это вот со смегмой. Со смегмой. Это без смегмы. $10. Говномагнитик взял, даже показывать обидно. Этот магнит ни к чему не магнитится. Тут что-нибудь металлическое есть? О, вот сбоку нормально садится. Вроде магнитится. Я нашел какой-то электрощит. До 100% магнитится. А после покупок в супердорогом торговом центре можно походить по инстаграмному мосту. Но инстаграмные фотографии не передают то, как сильно он качается от ветра, особенно в начале и в конце. Какая-то очень сингапурская технология. Наверное, как обычно, переплатили. Опять надо выбирать из китайского и индийского. О, котлетки с пюрешкой. Обознался. Это кабачки с курицей. Do you still have chili crab? I'll take one. The small one. So I have to choose one of them. This one in the middle tries to say me something. Awesome. Еще с утра этот милый краб был живой, думал о жизни, а вечером я думаю о его жизни. Забыл, что этот квест состоит из 2 задач. Пить-то где-то надо. О! Сестра, пинцет. Зря я сегодня белую футболку надел. Эй, так немужественно как-то. А как в макбанге делают? Так? Расскажите, насколько я сексуальный макбанщик. Так, вся моя футболка красная, абсолютно. Это конец. Блин, ну есть свино-то, конечно. Пожалуйста, не ходите кушать это в белой футболке. Лучше в красном вечернем платье. На вкус это как креветка, только в каком-то очень кисло-сладком соусе. Мясо невероятно мягкое. Мясо мягкое, а вот клешни нет. Ой, я думаю, собакам, если эти кости отдать. Такой хруст на всю деревню стоять будет. Вкусно, блин. Я вчера съел омар, сегодня краба, послезавтра просто сосиску в тесте. Деньги кончились. Ну и, конечно, это совсем не похоже на бабушкину кухню. Если бабушка бы мне сделала краба, я бы предположил, что что-то произошло между нами. Хокер. Мне кажется, как болото в Петербурге, хокеры — это то, на чем основано это прекрасное государство. Это что-то типа московского депо, только сюда ходят не выпендриться, а пожрать. Вот видите, как я всю футболку изгваздал. Здесь можно найти еду от $1 до $50. Приятно. За $50. Индийская, китайская, индонезийская, малазийская, японская, турецкая. Каждый таксист знает, куда вас надо везти. Каждый таксист знает, как вас надо увозить с полным животом и грязными футболками. И конкретно вот этот хокер в бизнес-районе Сингапура. То есть люди из 50-этажных высоток спускаются сюда на лифте в течение минуты, кушают здесь час и еще 20 минут пытаются в перегруженном лифте подняться обратно. За $7 сингапурских, вот сейчас я вижу, можно купить хот-дог с курицей. За $4 можно вегетарианский рис купить. Или за 6 целый набор какой-то вегетарианской
Я не знаю, что они там едят. Травы. То есть вместо того, чтобы греть макарошки с пюрешкой или идти во Вкусвилл и пытаться найти там что-нибудь не позавчерашнее, просто попросите приготовить при вас. А еще можно взять тейк-эвэй. А мне как раз вот приготовили. Так, друзья, внимание, зажмурьте глаза. Сейчас будет дневное видео. Я смог встать пораньше. Не обращайте внимания на мой голос. Пришли за грязным бельем. Для этого разбудили меня в 10 часов утра. Само собой, я ничего им не дал. Мне еще прям при них, что ли, снимать с себя все это. Я не смог. Вкус Сеула. Пойдем дальше в Сингапур. Всем привет, я Олег Кашин. Я очень надеюсь, что вы любите дороги. Для машин, не для людей. Потому что это главная достопримечательность Сингапура. Здесь невероятный налог на автомобиль. И невероятное количество автомобилей и дорог. Я реально надеялся, что это тот город, где ты можешь прийти и спокойно ходить. Можешь ходить слева немножечко, чуть-чуть справа. И в целом, это твой максимум. Сингапур в итоге так и выглядит, как будто он сделан из разных пазлов. Вот, например, из детских пазлов разноцветных с большими кусками. И там сзади вот этот пазл из 1000 кусков, который вам подарили на день рождения. Вы с тремором рук его уже 5-й год не можете решить. В итоге Сингапур это как Токио или Сеул, но без сердца и за деньги. Тут есть все, чтобы получить удовольствие, но нет ничего, чтобы сделать это по любви. Однако путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. И, возможно, именно в Сингапуре мне привьют любовь к автомобилям. Потому что в Сингапуре находится первая в мире забегаловка со звездой Мишлена. Звезда Мишлена первой забегаловки в мире. Лапша, на самом деле, ровно как вчера. Напишу на экране, что-то типа банчан или чанбин. Сейчас покажу, как есть бак чоми. Накладываем все в ложку. Блин, это надо понять, как это сделать. И в рот. Теперь ложка. Бульон. Ой, вкусный бульон. Такой мясистый, нажористый. Из такого бы борщ хороший получился. Короче, вчера я в Хокере ел то же самое. Итак, сырое яйцо. О, вот это уже похоже на правду.
Корейский рамен все еще вкуснее. А фишболы я так и не понял. Выкинуты кем-то на улицу фрикадельки. А спагетти зашибись. Примерно такую ел Уилл Смит в знаменитом видео, на котором нет Уилла Смита. Я не почувствовал разницы. Лапша с бульоном. Не как у бабушки, но и не как у шефа Микиза. Люблю тебя. Смесь всех вкусов делает это блюдо чуть вкуснее, чем если бы вы ели это все по одному. Это правда. Но смесь этих вкусов не делает это невероятно вкусно. Что-то шинная компания прокололась. Прошу прощения, мой блог из Сингапура похож на какую-то экранизацию кулинарной книги, но я спал весь день сегодня. И я пытаюсь исправиться. Потом все равно пойду покушать, но я стараюсь. Вот, пожалуйста. Тут должно быть больше деревьев. А почему я только эти 3 видел? Остальные 3 где? Остальные 3 там, где я даже не посмотрел. Тут аж 18 супердеревьев расставлены по всему парку. Я, как Герасим, сразу пошел топиться в залив. А надо было свернуть внутрь. Тут можно было бы зайти в кафе наверху самого высокого дерева, понюхать цветы, и была бы вот такая красота. Ну, я горд хотя бы за то, что на 5-й таблетке ибупрофена не зашел в Макдональдс или Старбакс. Я, конечно, большой любитель покушать, но не настолько. Нет. Я бы себя за такое не простил. Вообще, если не спать и не есть, я очень люблю развлечения. Для них в Сингапуре есть целый отдельный остров – Сентоса. Тут можно скатиться с горы на машинке, на зиплайне со скоростью 60 км в час или просто с горы спрыгнуть. И все было уже готово к тому, что я абсолютно все это сделаю. Но внезапно я подумал, что прыжок с веревкой, температурой 38 и пневмонией я буду помнить, любить и скорбить. И на кладбище мне будут приносить, шоколад мистера Биста из соседнего 7-Eleven. И вместо всего этого я просто решил поспать. Но перед отъездом пришлось сделать короткую операцию моему портфелю. Вот эта часть вся разъехалась. Пришлось воспользоваться ниткой и иголкой. Надеюсь, еще неделю, 5 дней протянет. Надеюсь, и я протяну, 5 дней. Причина того, что я не снимаюсь на этом фоне, это вот эта недрючая балка, которая весь вид превращает в какой-то сарай. Типа, да, и тут будем молотки вешать. На монтаже я уже понял, что это херобора – это рельсы для трамваев. Извините, но на них действительно удобно вешать молотки. Сейчас с другой стороны снимем. Сингапурский аэропорт Чанги. Блять, вообще не дождаться, когда все уйдут. Ну что там? Наверное, там просто какой-то слив. Сингапурский аэропорт Чанги – это 4 огромных терминала с коврами, между которыми водопады, сады, бассейны, кинотеатры и бесплатные автобусы. Заходишь в автобус и катаешься по всей территории.
Как будто это какие-то сербские автобусы. Бесплатно, быстро. Дело в том, что в 2025 году в Белграде весь общественный транспорт сделали бесплатным. И это идеальный пример фразы «не можешь победить, возглавь». Потому что, мне кажется, с момента изобретения двигателя внутреннего сгорания здесь и так никто никогда не платил за проезд. Ну и, конечно же, самая быстрая система покидания страны с автоматическими турникетами по фотографии лица. Это что-то невероятное, как в Корее. Фотографируют тебя, что-то считывают паспорт, считывают бординг-пас. Иди, брат. Ничего дальше не происходит. Конец. Да, это самая дерьмовая концовка, которую только можно было придумать. Но, друзья, пожалуйста, извините. Я обещаю, я еще раз когда-нибудь вернусь в Сингапур с температурой 36,6, без воспаления легких, и доделаю все, что не доделал. И я могу вас только порадовать чем-нибудь. Вот, показать вам цифры. Вы же ведь любите цифры? За 3 ночи в Сингапуре я заплатил 900 американских долларов. 60% этих трат – это, конечно же, тильный отель. Все, сушиться платок будет теперь на телевизоре, потому что эти говноеды ничего не придумали. Все остальное поровну между едой, магазинами. Ой, бежим в 7-Eleven. Ой, кушать хочется. И такси. Такси в Сингапуре, кстати, довольно дорогие. А любая поездка стоит в районе 10 американских долларов. 91,37 – это мое. Я больная ленивой задница, поэтому катаюсь на такси туда-сюда обратно. Вот мое, например. Какое мило. И у меня лично, как у старой, бабки, ушло 10% на покупку ибупрофена. Конечно же, смотря на такие цены, хочется сказать: ёбаный рот этого казино. Особенно учитывая, что Сингапур 3-й в мире город по количеству игроков, после Лас-Вегаса и Макао. Но побывать здесь 4 дня идеально. Именно столько здесь можно находиться без визы. Еще раз, пожалуйста, извините, это действительно дерьмовая концовка. Но я знаю, как ее можно сделать еще дерьмовее. Я летел в Сингапур из Индонезии, а Индонезия, как вы знаете, это мусульманская страна. Вот вам пазл из 3 кусков. В конце должны быть использованы все 3. Удачи. Вот здесь все гораздо проще. Это пазл из 2 кусков. Ну и стандартный пазл из 2 кусков. Вот эта вещь, которая должна быть вообще у каждого дома, а это и так у всех есть. И только в Сингапуре смогли собрать этот грёбаный пазл. Смотрите. Дырка, кнопка. Ой, ёпта, прям на меня. Вот как надо. Учитесь.